Здравствуйте. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление числом. В данной теме я показываю, как в первую очередь управлять внутренней структурой числа, то есть, имея число, работать с тем, что определено данным числом. И также практически показываю, каким образом в само число, например, ввести структуру управления как таковое. То есть есть ряд ситуаций, когда, например, число достаточно жестко выстроено, и его нельзя менять, тогда приходится менять наполнение той среды, которая находится за числом. И в связи с этим, один из примеров, если, например, вы находитесь в движении, какая-то машина должна попасть под управление с точки зрения логики того, чтобы не было, предположим, какого-то происшествия, а машина имеет жестко фиксированный номер, то получается управлять нужно жестким числом в сторону благоприятной ситуации. И в других системах, например, человек смотрит телевизионную какую-то программу по какому-то каналу, и он помнит, что это, например, такой-то канал, или там этот канал написан, например, первый канал, тогда получается, что управление событийной структурой через структуру числа – это часто тоже достаточно эффективная система управления, когда через одно жесткое число, например, канал 1, идет управление, если идут новости, например, системой каких-то событий через одно число. Поэтому в данном случае в управлении числом нужно делать так же, как делает Бог, открывает управление в структуре самого числа, то есть показывает, что число структурировано для других, то есть масса событий, которые существуют в мире, выражены в каком-то одном числе в виде самого числа, например, 5 событий – это число 5, а также и то, что спроецировано, но и то, что фактически продлено, что стоит за числом и как влиять, например, на данное число. И вот поставив или даже ответив на такие вопросы, вы начинаете видеть, что управление само по себе, например, в числовой форме, это управление достаточно конкретное, часто достаточно линейное, и, в общем-то, есть определенная, своеобразная жесткость управления, которая говорит о том, что в рамках числа мы имеем все-таки конкретные параметры. И в связи с этим мы практически часто не выходим за границы известных областей. Поэтому управление, получается, должно быть таким, чтобы мы имели конкретные координаты. И вот первый уровень аксиоматического управления числом – это наличие конкретной координаты управления, точной координаты управления за структурой числа. Информационно это выглядит так, что, начав работать с числом, вы рассматриваете то, что стоит, вообще говоря, конкретно дальше за числом, прям геометрически возле числа, и за этим числом развивается некая событийная картина, при условии, что число вы фиксированно держите. Например, чтобы не было тайфуна, нужно число 9 держать в определенной точке управления и рассматривать позицию, связанную с тем, как выглядит тайфун физически. Тогда расположение числа 9 и варьирование этого расположения уменьшает силу тайфуна, то есть управление аэровоздушной средой, так скажем. Когда мы начинаем работать с числом 8, например, это управление воздушной и одновременно водяной средой, где базирование, например, на Земле воды и воздуха выше уже, как правило, за исключением, что в каких-то пещерах есть тоже воздух, я имею в виду по природным условиям, мы начинаем видеть, что это управление перерастающее в логическую фазу, на чем держится вода. И вот здесь возникает третий, следующий смысл числа, что восьмерка с точки зрения привязки к реальности, это есть переход через число 7. То есть в отдаленной системе структура реальности, которая выражена, например, числом 7, 7 цветов радуги и так далее, значит, мы имеем фактически тоже какие-то звенья числовые, то есть в структурной области, где точность должна быть определена, самый простой уровень – это также взять и расписать число. И для этого, например, число 7 – это точность в системе перехода, звено, после числа 8.
и они рядом стоят. То есть получается, что если мы начинаем строить именно последовательную картину управления, это еще одна из систем в точности, в корректности управления. То есть в числе достаточно большой уровень в системе коллективного сознания определен именно точностью, именно конкретностью, и поэтому вот как бы обойти просто структуру конкретного управления достаточно сложно, то есть для этого нужно приложить какие-то усилия, и лучше часто это не делать. Поэтому проще заниматься конкретным, точным управлением, нежели обобщать импульс управления. И в связи с этим, ну, например, как делает Бог, у него что общее, что конкретное управление – это все-таки одно и то же управление. И если рассмотреть его работу, то от него идущий уровень, ну, со стороны, например, там, физического тела Бога, уровень – это есть единый уровень, то есть единый свет, связанный также со светом души. То есть если посторонний там, наблюдатель, там, человек смотрит за интеграцией, как бы слиянием информации, то на определенном удалении он видит только определенную систему знаний, и при приближении он рассматривает такую же структуру, как у себя. То есть Бог, имея человеческое тело, показывает структуру через управление как бы отдаленной макросредой, где число – это есть конкретное выражение воли и действия человека. То есть если мы в данной системе рассмотрим, что приходит к человеку в виде информации, и рассмотрим ну, такую позиционную картину, что каждую информацию мы начинаем переводить в числовую форму, то есть человек получает уже готовые числа, содержимое которых изначально заложено Богом в виде знания. Тогда получается, что, ну, рассматривая такую как бы модельную, что ли, систему управления, мы должны где-то сформировать знание, которое соответствует числу. И вот этот уровень, это есть уровень логический, как количество восприятия информации, и количество счета. Да? Можно, например, не считать, а просто воспринимать. Можно, предположим, сделать управление, ну, сделав дифференциацию счета на уровне познания, получить уже конкретное число информативное. Это вот область управляющего сновидения. То есть если нужно написать ответ сразу до уровня там, действия, то практически можно точное число ответа определить из совокупности такого подхода. То есть следующий аксиоматический признак приближения структуры числа к человеку – это все-таки формирование числа на бесконечном удалении от самого числа. То есть некая бесконечная информация формирует число. И в мире так все и выражено. Конечные системы, ну, как бы фиксированные системы, которые существуют в мире, они практически таким образом построены, что это проективная часть некой бесконечной среды. Или выраженная часть, а не проективная. Но в том числе это и проекция, выраженная часть, например, физическое тело человека, абсолютно свободный уровень выражения значит, воли и действия Бога, создания человека, но на человека проецируется вся информация. Поэтому получается, что в числе, в самом, если мы означаем действие человека числом, то мы должны соотнести число с человеком. Получается, что в самом числе содержится как отдаленная проекция с точки зрения действия Бога, так и содержится тот уровень, который обозначает практически уровень как бы отдаленной реакции на данное событие. И вот именно узловой уровень, где проекция и реакция – это есть одно действие, то есть слипание действия, это есть четкое выражение точности в действии Бога. Вот где вы рассматриваете, например, действие Бога и хотите посмотреть с точки зрения Бога и вас, вот где происходит точное действие. С точки зрения Бога понятно, и вы можете его точку зрения рассмотреть. Ваша точка зрения, она, соответственно, должна быть при условии, что вы стремитесь именно действовать быстро и точно, так же, как действует Бог. Можно стремиться делать, но можно не торопиться. Вот быстрота означает тоже точность. И вот в числе есть такая характеристика, как быстрота действия, потому что число сразу означает какое-то понятие. Хотя, конечно, и слово означает, но в данном случае мы говорим о том, что значит, число само по себе число, сразу некий объем информации. Если мы начинаем этот объем, все-таки он универсальный, число может соответствовать большее количество явлений, чем слово, например. И отсюда получается, что мы получаем в управлении числом признак
той реальности, которая является и информативной, и, например, там, физической реальностью, выраженной или там, неявной реальностью. То есть, если работать через число, то мы можем более точно видеть прогноз фазы, то есть использовать число как стартовую некую площадку для именно управляющего прогноза, потому что это устойчивая фаза, которая как бы часто ничего не означает, она отрицательного, например. Число как платформа — это универсальный некий модуль, который является отправной точкой для дальнейшего исследования процесса. И дальше уже мы можем на этой платформе видеть те флюктуации будущего, которые выражены через эту платформу, то есть они как бы соприкасаются с платформой числа. Следовательно, в числе есть уровень глубокого входа в структуру будущих событий. Это все-таки вход, основание — это вход в событие. И если мы поставим задачу перейти, например, в структуру бесконечного события, очень отдаленного по времени или в пространстве, значит, тогда получается, что мы, разделяя, например, пространство и время, можем очень четко разделить структуру числом, назначив, например, управление фактологически простым приемом. То есть если есть отдаленное какое-то событие, и мы, например, можем это событие, предположим, реализовать как структуру действия, то есть события разные, но нам надо иметь в виду, что во всех случаях, во всех системах нужно ориентироваться на свою собственную волю, внутреннее стремление, например, к бесконечному развитию. И дальше, разделяя структуру события и прокладывая, например, числовые ряды в пространстве, мы видим, что соприкосновение со временем видоизменяет ряды, то есть в следующую секунду ряд может быть принципиально другой даже по соответствию чисел. И вот чтобы сохранить ряд все время действующим в заданной цели, нужно уметь структуру своей души продлить до уровня действия числа. То есть сделать так, чтобы, скажем, счет душой, например, чтобы большие какие-то системы по типу умножения, каких-то таблиц изучить, лучше считать душой, а не, например, логическим уровнем, то есть именно через оптическую фазу души. И вот если научиться, например, считать душой, а не логикой, то получается, что любые объемы управления, они фактически для вас могут быть как мгновенные системы. То есть природа числа такова, что при переходе на структуру общности мира, например, на структуру управления душой, вы получаете единый импульс управления практически мгновенно. То есть число в принципе переходит в количественное значение и качественное в одной точке. То есть число обозначает реальность в данном случае. И здесь вы переходите уже в саму реальность через число. Тогда получается, что наложение, например, временного ряда, соответствующего именно данной системе реальности, это есть следственная логическая система, так и понятно, что действительно это больше логическая система с точки зрения действия человека, временной интервал. Но если мы хотим исследовать развитие по времени, просто в ходе событий, где один из параметров есть время, и время, регулируемое восприятием, то есть идет смена, например, каких-то явлений природы в зависимости от разных регионов. Времена года меняются, и мы, например, берем и привязываем к этому явлению такое понятие, как временная система восприятия, то растягивая время на событийную структуру, с чем вообще по сущности связано время, мы начинаем видеть, что все-таки есть некий субстрат времени, который существует объективно, независимо от происходящего. И когда мы начинаем данный субстрат выводить в структуру действия на число, то мы управляем уже числом через время. То есть управление числом — это, в общем-то, многосложная часто конструкция вот такого типа управления, но, тем не менее, она очень эффективна для точности, что если мы начинаем, двигать, например, число к вот этой субстанции времени, а время в сторону данной субстанции, но так, чтобы они не соприкасались, то есть разными пространственными системами, да, то есть в разном пространстве, чтобы не было точки слипания, то получится, развивающийся по часовой стрелке некий информационный уровень управления, где
вот он напоминает, кстати, по структуре ДНК, где мы имеем структуру управления временем как структуру и внесенную логикой, и одновременно существующую как некий субстрат информации. То есть если бы, например, перед человеком поставили такой абстрактный вопрос, вот, что было бы ему полезно иметь вместо понятия «время»? То есть да, несколько необычная позиция для анализа данной ситуации, тем не менее, если мы, например, имеем выбор, чем можно заменить время? Вот простой вопрос. Значит, считаю, что есть такое понятие в мире, как пространство. То получается, что как некая своеобразная замена времени, это накопление информации. Что есть время? Это есть некое действие по времени и накопление информации в единицу времени. Значит, внутреннее свойство пространства должно быть другое. То есть пространство должно расширяться. Если мы, например, делаем управление вне времени, но мы наблюдаем, что пространство действительно расширяется. И, в принципе, раз так, то существует какое-то управление вне времени. Да? Мы к этому сейчас просто пришли логически. То есть как делает Бог с точки зрения логики? Находясь вне системы управления, Он другую систему увеличивает. Следовательно, следующий статус управления через число – это наличие определенного ракурса внешнего управления всегда. И внешнее управление всегда увеличивает систему. Вот почему у человека, например, есть гарантия его вечной жизни. Потому что каждое действие всегда имеет внешнюю систему по отношению к действию. И действие всегда улучшается фактически именно в системе логического развития и бесконечного развития. Вот здесь я сказал и бесконечного развития, потому что логика, распределенная на бесконечность, это есть познание, и мы получаем тогда фактически тот уровень познания, который позволяет логику сделать именно уровнем точности управления. Здесь можно увидеть, что логический уровень управления, он таков, что мы видим каждую фазу числа открытой для вашего точного пути развития. И вне времени, и можно, кстати, совершать развитие, получается, вне системы пространства, например, какого-то элемента будущего, который вам не нужен. То есть как исключить негативные события? Просто-навсего вы, как управленец, находящийся в текущем времени, можете взять и в системе будущих событий исключить структуру того пространства, где вам не нужно быть. То есть пространство может вполне благоприятно развиваться и существовать, например, сколько угодно, но вы в конкретное время не участвуете в этом событии. И тогда вот возникает уже числовая ось. То есть управление числовыми рядами, как я уже сказал сейчас, что по термину, например, числовой ряд, можно рассматривать, в общем-то, совокупную, то есть многоярусную, многоуровневую систему управления, где взаимопересечение именно действия числа создает какую-то третью конструкцию управления. Так вот, если мы работаем точно, то вот эта третья конструкция должна соблюдать принцип первичного ряда, то есть его не видоизменять, например, не реформировать и так далее. И значит, в управлении числом есть структура совершенно необходимая для соблюдения, это наличие целостности ряда с точки зрения внутренних взаимодействий чисел. Когда ставите ряд, вам нужно обязательно этот аспект прослеживать и рассматривать картину следующую, что если начинаются взаимодействия внутри чисел, которые нарушают устойчивость управления, нужно какое-то число или усилить, или поставить другим числом внешнее управление по отношению к ряду и держать ряд в управлении. Тогда существует следующее действие. Можно просто улучшать ряд или усилять его действие, а можно, вообще говоря, создавать уже другие ряды. То есть растет следующий ряд и так далее. Здесь вот надо выбирать процесс выбора. В числовых системах человек выбирает так, как он считает возможным, и для этого можно использовать такую структуру, как проекция духа на числовые формы. То есть если мы структуру духа рассмотрим в бесконечном удалении от человека, то мы видим, что дух часто соответствует точному числу, хотя он бесконечный, но число духовное – это точное число восприятия. Оно может быть не обозначено числом как таковым, но то, что
оно точное, это достаточно четко как бы ощущается на первом уровне, а на уровне оптики при развитии, например, там, сенсорных возможностей видеть эту оптику, там видно, что при взаимодействии с числом дух как бы фиксируется в точке и становится статичная форма духа восприятия. Это очень важный момент, это есть элемент логики. И здесь мы начинаем переходить к логике с точки зрения непосредственно числа, и тогда получается, что мы эту логику начинаем выстраивать таким образом, что значит, отделять, что есть, например, духовное в событии или в числе, а что есть, например, там, временное или временное. То есть от акцента ударения, значит, да, меняется структура действия. И вот здесь уже переход в словесную форму от числа. То есть мы меняем ударение, получаем разную систему акцентации в действии. И тогда получается, что мы можем выявить внутренние механизмы взаимодействия числа и слова. Например, там, для лечения человека известен, если диагноз, то числовым уровнем можно получать излечение, но ведь мы должны переводить в словесную форму то, что диагноз отсутствует. И фактически одно из действий числа – это отсутствие словесной формы в благоприятном действии. То есть человек, например, поставил задачу благоприятного действия, и тогда получается, что он фактически может это действие назвать событием, например, номер один. Получив это действие на определенном уровне духовного восприятия, или два события, три, как угодно он может воспринимать, он получает совершаемость данного события, которое контролируется как, например, разовое событие. Получается, что словесная форма может таким логическим путем как бы исчезать, видоизменяться в структуру просто восприятия нормы. И когда мы здесь видим вот эту внутреннюю связь между числом, словом и волей человека, то видно, что числовые формы, например, возможна организация деятельности человека с точки зрения макросозидания таким образом, что тот человек четко понимает число действия, и тогда получается передача информации, то есть передача знаний через число действия. Это есть просто наличие одинаковых чисел восприятий по отношению к какому-то одному действию. Значит, одна из следующих аксиом – это то, что усиление действия в коллективном плане – это когда одно и то же событие люди воспринимают фактически через понятие какого-то одного числа. Например, день, в котором данное событие реализовалось. И получается, что если мы рассматриваем число дня, или, например, номер некий, который соответствует дню, вот здесь очень важно, если мы говорим о числе, это одно, если номер может быть именно фиксирована форма в социальных объектах, то мы добавляем еще социальный статус, смотря как еще воспринять число с точки зрения даже логики коллективного сознания. Вот здесь можно быть, так рассмотреть управление, что можно быть очень внимательным в плане внешних, уровней, но при этом, если мы, например, не рассматриваем статус коллективного сознания, то есть где выражено число именно в форме коллективного сознания, то получается, что мы не рассматриваем достаточно большой пласт управляющих систем, поэтому, чтобы эффективнее управлять, лучше их рассмотреть. Поэтому если число – это одно, если номер – это другое. Если, например, слово «код» – это вообще уже третье. И поэтому в самом, я считаю, лучшем варианте использовать для управления просто числовой ряд, просто числа, так скажем. И управление числом – это есть все-таки действие самого числа. Если мы вводим, например, числовой код, такое понятие, то здесь уже идет логика некого другого действия, третий смысл. И если числовой ряд, он как бы ничему человека не обязывает, то есть он может спокойно работать
числом, и это есть для него просто число, то код — это уже есть некое внешнее влияние. Поэтому лучше работать именно понятием числового ряда, именно числом, а не другим там пониманием этого процесса. То есть здесь важны понятия для скорости действия. Когда вы начинаете дальше расширять картину действия от числа, то здесь получается, что вы можете видеть, как рождается слово, которое находится одновременно и в прошлом времени, и в будущем времени действия. Вот можно четко увидеть действие слова с точки зрения влияния на временные как бы пласты. Но если так вот рассмотреть, казалось бы, что нам дает то, что мы можем рассмотреть, вот чисто оптическое влияние, например, слова на время. Ну, возьмем само слово «время», например. И ту задачу, которую мы поставили, сделать там замену времени каким-то другим явлением или другим элементом, более, там, например, полезным, да, как можно улучшить это понятие, чисто абстрактная задача. Тогда получается, что мы должны уметь влиять на структуру ту, которая не соотносима со временем, а значит, должны изучить процессы времени, которые, например, соответствуют процессам прошлого. То есть действие времени в прошлое нужно для того, чтобы время просто было более эффективным, да, в реализации. Если есть задача, то ведь можно ее выполнить, а можно просто, изучив внутренний смысл задачи, сделать какое-то действие, и это действие будет уже всеобщим и радикальным. Тогда, получается, мы имеем совершенно конкретную точность в управлении, что, значит, ну, например, мы находимся сейчас в этом зале и работаем, например, таким образом, что есть какие-то задачи, работаем в системах всеобщего управления, любой человек выходит в систему всеобщего управления, и там нужно посмотреть, что делается и как кому помочь. Да? Тогда получается, что вы можете вот именно временной аспект использовать как систему ускорения действия таким образом, что вы как бы распаковываете события другим путем, не временным путем, но не через время. Вот. В реальном времени, понятно, мы работаем на физическом уровне линейно, а вот в системе управления мы же должны знать механизмы, которые позволяют ускорять управление достаточно эффективно, и поэтому мы должны обязательно знать какие-то третьи механизмы управления, которые позволяют время как бы распаковать, сделать его или линейным, или многосложным, или его чем-то заменить. Вот прямой уровень, замена времени для управления, например. Да? Тогда получается, что мы должны уметь конвертировать, как бы переводить, преобразовывать или даже вычитать, можно так сказать, число от какого-то числового уровня и получать в действии управления. Например, есть число там 4. Если мы вычитаем 2, то вот само действие вычитания минус. Это есть управление, которое, вообще говоря, в любом случае переходит к числу 2. То есть мы, зная это, все равно для чего-то делаем управление. Да? То есть вот для чего мы там решаем какие-то задачи и делаем какие-то управления. Мы видим, что известные ответы все равно часто приводят к текущему действию, как вот в мире устроена физическая реальность. Человек знает, куда он едет, но он все время едет, и это ему нужно. Он знает, куда он приедет. И вот эта система того подхода, о котором я сказал, она такова, что мы получаем точность и обязательность в управлении. Как вот, например, достичь там 100% точного прогноза там, для состояния техники, то есть для систем, которые воспроизведены человеком. Ведь в информации есть системы как бы первичного уровня реальности, от Бога созданные, а если уже мы рассматриваем следственные системы, то, что сделал человек с точки зрения логики человека, надо уметь рассматривать тогда всю систему развития мышления человека по отношению к данному объекту, по целям данного объекта. Да? Все какие-то финансовые, конструкторские системы, задачи людей, которые пользуются техникой. То есть это совокупная система управления, и в управлении там неточности же быть не может, мы должны все уметь осознать и видеть точную картину, а не просто там связать события. И вот здесь вот есть переход от логики, то, что я сказал, в большей степени логика управления, естественно, логически понятно, что события как-то связаны. А вот чтобы перейти к реальному управлению не логического типа, а
прямому контролю, например, за техникой. Опять самый простой аспект управления – это аспект выделения в виде границы, в виде выделения элемента времени, что является точностью или там, правдой в управлении, что в каком-то времени объект информации рассматривается, он выделяется как элемент значит, действия, то есть в будущем, что с системой должно произойти. И тогда вы в определенное время диагностируете результат. То есть, ну, например, вы продиагностировали, например, там, машину, и вам нужно через сутки определить ее состояние. Вот у вас известно, что через сутки это как некая карта, там, чистый лист бумаги, на котором должно быть записано, что происходит или произошло уже с машиной, да, с точки зрения подтверждения, например. Получается, это временной аспект. Вы ориентируетесь на время, вы же где-то пишете. Вот, кстати, в диагностике техники основным аспектом в управлении, вот по моей личной практике, именно в прогнозных системах, это держать управление по времени. То есть все время вот этот некий проективный лист, куда должны быть вписаны результаты, он должен находиться все время в одном времени будущего. А время будущего, оно меняется более интенсивно, потому что там вариантная система событий. Если время текущее для восприятия, это все-таки более линейное время, более спокойное и сбалансировано коллективным сознанием, то время будущего – это возможные события. Следовательно, в одну единицу действия, то есть в один элемент пространства, помещается много времени, да, так скажем. Если вот просто с точки зрения числовой системы проанализировать эту ситуацию в мире. И значит, получается, что в будущем мы имеем больше пространства, если мы разложим уже линейно, то есть каждому элементу времени соответствует какое-то пространство. Получается, что будущее – это опять расширение пространства. И когда мы начинаем данное расширение, ну, как бы рассматривать и приводить в систему локального действия сюда, то понятно, что любое заболевание тогда ясно, что излечимо, потому что там же количество пространства огромное или там бесконечное, и мы можем, очевидно, оттуда привести или сигнал, например, да, который управляющим образом просто восстанавливает здоровье, или же мы можем просто-навсего так сбалансировать систему, чтобы выбрать только одно событие, которое обозначает, например, выздоровление. Ну и тот и другой метод – это эффективная система, главное здесь точность. Мы можем работать в точных системах таким образом, что они должны обязательно реализоваться в виде точности работы и всеобщности действия. Вот когда мы говорим о всеобщности действия, вот здесь возникает уже ракурс многоуровневости, как бы многого, что ли, здесь сразу и не рассматривается в виде там каких-то элементарных связей, но тем не менее вам нужно обязательно видеть, что вот это расширение по дискретным системам, импульс, который как бы не контролируется, это есть действие внешней среды. А внешняя система, ну, если человек — это уникальные действия, соотносимые с вашим, если внешняя среда другая, это значит, получается, что это просто взаимодействие. Вот мы можем отнести неизвестные понятия к взаимодействию внешней среды. И тогда мы про понятия знаем больше, чем сама понятийная система. Значит, существует следующий ракурс действия числом, что те числа, которые являются границей взаимодействия, содержат только лишь следственный уровень системы, хотя они могут быть визуализированы. Например, там одна машина едет возле другой, получается, что мы видим просто машину, но по сути, если мы работаем с именно числовой системой управления, мы должны обязательно реагировать на внутреннее состояние машины, как она устроена и так далее, кем построена даже, и рассматривать маршрут ее будущего развития. То есть в этом случае машина становится предсказуемой, и мы начинаем, ну, как бы контролировать уже другой уровень пространства, то есть машина не причиняет проблем. То есть уровень контроля – это уровень точного знания. И, как правило, даже логически, если водитель оценивает там мощность другой машины, он принимает более точные решения и так далее. Получается, что исходя из уровня, например, действия, вот именно в статичной и бесконечной системе, мы можем получить следующий ракурс, что статичная, например, и бесконечная система, выраженная в числе,
То есть статика, некое состояние покоя, здесь ну, вроде как это локальная система воспринимается, потому что любая статическая система — это некий контур. Как понять тогда, что она статична? А вот в числе это можно понять. Вот, например, можно взять бесконечность, тогда получается только просмотр бесконечности занимает какое-то время. И фактически же, если мы смотрим на бесконечность, то мы же уже не останавливаемся, мы все время смотрим за следующим уровнем развития этой реальности, раз она бесконечна. Поэтому свойство фиксировать бесконечность в числе очень жестко изложено. Вот в этом часто основное действующее отличие числа, например, и слова. Потому что в слове мы можем бесконечность просто назвать и получать ту же самую бесконечность, не отсматривая ее развитие бесконечности, и все. А в числе мы как бы постоянно жестко фиксируем и можем даже ее зафиксировать. И вот когда вы начинаете работать, например, словом и числом, то постарайтесь сделать следующий уровень управления, что выйдете в структуру, где нет управления, например, словом, значит, и работаете в чистом виде через число, получаем и всеобщий, и частный конкретный результат, который вам понятен, но который не содержит число. То есть начинаете управлять через число, какой-то ряд, например, система макроспасения, пятизначный ряд, который вы знаете, или я могу назвать, например, в текущее время это 9, 1, 3, 9, 1. И когда вы начинаете этот ряд использовать, то возникает и статика управления, и решение частных задач. И вот через этот ряд можно получить личное управление. И вот постарайтесь сделать управление через макроспасение, при этом разделяя бесконечную статику числа, то есть как бы бесконечную платформу для управления, и ваше личное действие. Ну, то есть это как будто разные пространства. И сделав такое управление, постарайтесь потом совместить, что это происходит в одном пространстве. Это уже реализация, убыстрение реализации в физической реальности. Так что поработайте, я поработаю вместе с вами. Разделение пространства управления фактически. Когда, например, человек управляет в каких-то, ну, может быть, даже не сложных ситуациях, а в тех, в которых требуется как бы некое действие или сдержать, или усилить, или улучшить, то возникают задачи часто, ну, как бы фиксации некого позитивного направления в мышлении, в событии. И вот здесь есть очень эффективный уровень при разделении пространства управления, разные пространства управления. Значит, по одной задаче, например, там пространство 1, 5, 10, n там, и так далее, вы можете увидеть, что управление здесь можно как бы усилить, улучшить, если мы берем и строим фактически как бы связующие ряды. То есть в чем смысл связующих рядов? Это в том, что вы начинаете делать структуру управления таким образом, что быстренько наращиваете или там медленно, но, по крайней мере, начинаете наращивать связи событий, те, которые вам нужны. Вот как сделать, чтобы нужное событие произошло? Ясно, что существует какой-то контур, может даже число, например, число 5, пусть это будет хорошее событие, позитивное. Тогда мы начинаем видеть это событие впереди и к нему подводить через контур цифр числовые ряды. Да? То есть при определенной практике видны системы, ну, как бы рельефа местности, так скажем, управляющего поля, если так можно посмотреть. Можно, в принципе, смотреть именно так. То есть там возникает конкретный вариант, ну, некие русла рек, да, похоже больше на это, где река — это есть развитие информации в сторону действия управления. И вот когда вы начинаете совершать какие-то элементы не прямого, не линейного действия, а присматриваться вообще даже к геометрическим системам, что не всегда, конечно, нужно, но и вот для того, чтобы понять структуру внешнего мира, если у вас есть время этим заниматься, иногда лучше присмотреться и посмотреть, что действие через некий изгиб — это не всегда как бы, ну, что ли, хуже, так скажем, чем прямое действие. То есть можно, вы же управленцы, вы можете, конечно, сделать и прямое действие, но иногда есть смысл понаблюдать за системой, как она себя ведет в реальности. И вот это наблюдение — это есть
фактически как бы создание рельефа управления. Как делает Бог? Он же все-таки все создает, естественно, и поэтому для него рельеф — это некое замедление управления, некий другой уровень. Зачем вообще нужны сложности? Для того, чтобы что-то познать третье. Да? И вот как бы в числе управления существует следующее знание Бога. Вот Бог, например, как он должен сам себя развивать, да, с точки зрения человека. То есть у человека есть задачи, у Бога они все решены. Тогда получается, что должен делать Бог вообще для себя самого, чтобы какую-то человеческую практику ввести в действие? Значит, он должен эти решения как бы обходить, получается. Он их все равно знает. И в движении его души это есть обход каких-то известных ему вещей. То есть он все время обходит известное ему, зная это. И когда вы начинаете действовать как бы аналогично, получается, что вы начинаете видеть структуру, как вообще должен ряд варьироваться, видоизменяться и в пространстве, и во времени. С точки зрения фактически того, что вы во внутренней области, которую вы обходите, вы знаете, что происходит. Но знать можно уровнем духа, а обходить, например, душой. Душа все равно вся знает с точки зрения бесконечной логики развития. Вот именно для структуры вечного развития у вас должны четко быть выработаны механизмы, от которых вы не устаете, которые вы реализовываете как простые механизмы управления. Тогда, познав, например, оптику управления душой и духом, можно четко видеть, что работать можно в одном пространстве мышления, например, или физическом пространстве, и, значит, именно делать разные процедуры просто разным уровнем управления, или душой, или духом, или там, элементом сознания, или излучением от физического тела и так далее. Здесь есть единственный вариант, который очень четко нужно отслеживать с точки зрения нормирования, что ни в коем случае действие вашего физического тела не должно быть зависимо от того, как вы управляете на уровне информации или там, мышления. Тело всегда свободно, вы должны делать то, что вы хотите, но при этом вы должны спокойно управлять. И поэтому вы, значит, здесь должны действовать так, что с точки зрения, например, там, речь, конечно, идет о созидательном действии физического тела, что при таком действии тела вы начинаете, значит, видеть, как в условиях именно свободного созидательного действия тела или там, макросозидательного действия тела ставить внешнее управление по отношению к телу. Тогда получается, что действительно развивается именно уровень, идущий от непосредственно вас в структуру бесконечного развития, и вы видите, что действительно от тела происходит развитие информации от вашего физического тела. Получается, что, исследовав этот процесс, мы вполне четко здесь определяем такой уровень действия, когда видны уровни, связывающие действие от тела и вашу личную задачу, которая находится где-то в пространстве управления. Тогда получается, что вы видите связь тела и задачи, и в случае, если эта связь объективно связана с физическим пространством, то есть вам нужно, например, зайти в какую-то машину, вы должны действовать телом, да, физическим, тогда получается, что вы действуете по необходимости только в том случае, когда есть какая-то система, именно точности, обусловленная и задачей, и как бы некой объективной факторальностью в физическом пространстве. И исходя из этого, вот, кстати, если мы рассматриваем какие-то виды борьбы, например, именно физического действия, спорта, здесь вот можно использовать эту числовую систему для того, чтобы ваши объективные действия, то есть цель развития физического тела, реализовать путем построения внешней информации через такого типа, например, подход, где числовые системы используются как система точного действия. И тогда там, любое движение вашей руки — это есть действие точное, или любое движение вашего организма именно в физическом плане — это действие, где вы спокойно реализовываете и свое развитие, и одновременно делаете макроуправление. В этом случае, кстати, реализация именно действия физического тела становится более упрощенным вариантом. И, кстати, это уровень управления, когда вы можете как-то помогать себе в реализации личных дел. То есть вам нужно взять какую-то бумагу и, например, кому-то передать.
тогда можно управлять просто физическим телом своим же, так расставляя информацию, что на первый уровень вы должны прийти в то место, где вы хотите что-то передать. Ну, чисто какой-то логический пример. Значит, вы туда, конечно, все равно придете, ну, как бы необходимое действие. Ваша свобода воли от этого никак не преуменьшается, потому что это ваш личный выбор. Вы можете идти, можете не идти туда. Например, вы выбрали и пошли. Или к вам кто-то должен приехать, да, чтобы что-то передать. Тогда вы находитесь на одном месте. И вот следующее действие, вот здесь очень принципиальный момент в управлении временем и пространством, именно в связи с физическим телом человека, что мы можем временной аспект, то, что связано со временем, переложить на структуру духовного или душевного развития человека, где он развивает структуру души в области управления. И тогда получается, что вы можете, ну, не отличаясь от других людей никак, спокойно находиться как бы в русле развития мира так, что мир естественно так развивается. То есть как таковое вы как бы не применяете управление вообще, просто так складываются все события мира, что вы спокойно, ну как бы там, если допустить такой термин, там, ну, как бы органично, ну, втекаете, что ли, в систему вот этого управления, рассматривая там действия как некий канал. И, кстати, ощущения там и действия часто напоминают как бы жидкостную фазу управления. То есть человек как будто бы там на большой скорости вместе с водой с какой-то горки скатывается в этой системе управления, когда вы работаете через интеграцию числа управления, рассматривая свое физическое тело как элемент внешнего управления и элемент управления от вас. И вот здесь вот возникает ситуация такая, что управляя своим там, физическим телом, его действиями, с точки зрения именно логики, информативной конструкции управления, вы моментально видите, что в принципе это, в общем-то, не имеет никакой разницы управлять своим физическим телом или там, помогать другому и так далее. Но вот в случае вашем это есть управление, вы работаете с собой, а в случае другого человека это помощь, от которой он может или отказаться, или, например, не отказаться. И получается, также делает Бог, Он полностью контролирует вообще везде информацию, все знает и владеет любой системой управления, может справиться с любой ситуацией, но вот люди, кто-то соглашается, кто-то нет. И когда вы начинаете анализировать систему таким образом, как в этих условиях, да, полной свободы людей, передать знания так быстро, чтобы не произошло негативного действия, а при этом реализация с точки зрения воли Бога, там, вашей воли, воли человека, других людей, вся эта реализация произошла, то вот здесь вот как раз-таки мы видим, что существует именно аспект, ну, некого такого предуправляющего действия, которое определено фактически тем, что вы видите управление бесконечным. Вот именно бесконечный фактор управления дает возможность сразу же действовать точно. Значит, в числе существует та структура, которая именно вырабатывает бесконечную систему управления для гармоничности, всеобщности. И с точки зрения того, когда вот мы рассматриваем картину, что с точки зрения действия Бога мы имеем, например, структуру бесконечного действия сразу, то с точки зрения человека бесконечное действие может человек получить, например, если он рассматривает бесконечную картину и ее воспринимает, то есть он ее не просто там воспринимает, что это существует, а как практический инструмент. И также может получить, если он просто нацелен там жить бесконечно, если он понимает еще статус бесконечности, где он находится физически, там, внутри, например, да, физического тела, тогда он уже обладает там, полным комплексом управления в сторону бесконечности. Тогда получается его личное присутствие — это уже действие макроспасения. То есть он на уровне как бы макропросветления, так скажем, вполне логически так действует, что мы получаем фактически макроуровень от того, что он понимает, то есть тело знающее, да? Человек знающий, и он получается действующий. Знание — это действие. И вот в числе этот уровень сосредоточен как структура передачи опыта и других людей, там, других поколений через структуру действия числа. Ну, в расчетных системах это очень понятно.
но я имею в виду просто в обычном числе. Здесь передача информации, она многофакторная, связанная еще с предшествующим уровнем. И поэтому мы имеем здесь такую систему управления, что, исходя из дальнейшего, что ли, действия числа, когда мы видим следственную систему, мы можем получить всю предшествующую систему, то есть предысторию, и все, что связано с данным числом, и вообще говоря, все, что связано очень условно или там далеко связано, по системе всеобщих связей. То есть в системе числа проще найти какую-либо информацию, опираясь на какое-то одно число. То есть если поставить задачу, как, например, определить пространство управления, то получается, поставив задачу, как сделать так, чтобы управление было универсальным с точки зрения действия числа, то нужно найти число, которое является как бы внешнеуправляющим. Да? И вот, как я сказал, если войти в логику, например, процесса развития, поставить вопрос, например, так же, как мы ставили вопрос про время, зачем, например, нужно пространство, ну, например, именно такое пространство, да, которое сейчас, то получается, что вот здесь есть следующий элемент, что понятие замены пространства все-таки не существует. Всегда должно существовать некое действие, и, как мы знаем, при расширении это в том числе и физическое пространство. То есть физическое пространство — это как одна из форм расширения реальности. Есть, например, духовное пространство и так далее. И когда мы начинаем это управление делать с точки зрения, например, там, оздоровления человека, то получается, что вот этот вопрос как бы вытеснение пространства и структуры реальности, где остается только субстанция времени, значит, фактически делает неустойчивым сам процесс познания по времени. То есть, значит, структура времени становится менее познаваемой. Тогда получается, что мы, значит, как бы ее даже рассеиваем. То есть в системе управления через число существуют системы, которые фактически очень сильно взаимозависят, зависят друг от друга. Поэтому мы, ну, на примере пространства и времени можем здесь показать это достаточно явно. В случае, когда соотносимые части события, можно выделить события, которые наиболее важны в данный момент. То есть, если, например, нужно выработать какие-то очень срочные мероприятия по отношению к какому-то действию, то человек должен на какое-то время сосредоточиться и понять, где ему действовать вот именно сейчас. То есть он должен даже, видимо, там, за счет каких-то других дел увидеть и понять, и успеть еще сделать, да, для, например, там, макроспасения, для каких-то личных целей. И вот здесь вот возникает такой уровень, что если мы, например, ставим задачу спасения как задачу как бы мгновенного действия или там, быстрого действия, то существует задача еще и макроспасения, там, макродействия, которые, ну, например, могут через длительное время реализовываться или там, постепенно реализовываться. И здесь вот получается, что вот аспект развития по времени — это и есть структура создания, как бы рождения там, именно в управляющей системе следующего уровня пространства. А когда мы говорим о том, что мы управляем событиями, значит, мы имеем в виду всегда, что это лучшие события от текущего времени в будущее. Или если даже вы меняете прошлое, то все равно вы фиксируете это в текущем времени. Это как бы текущее время — это система некой коррекции, диагностики событий в любом времени. И когда вы начинаете это воспринимать, вы видите вот по существу такой уровень реализации от человека, что вы можете получить как бы сверхотдаленное действие только тем, что вы приближаете любой импульс, там, отдаленный, приближенный к себе, правильно приближаете там, в нужную точку. И тогда вы начинаете понимать там, логически, путем там, как бы некого такого логического действия, что бесконечный уровень действия, то есть действие бесконечности, это та система управления, которая, ну, фактически, по большому счету, она реализовывается как система все-таки личностного плана для числовой системы управления. То есть в управлении числом все-таки больше выражен личностный план управления именно для бесконечного аспекта действия.
И вот здесь вот тогда понятно, что число, которое локализует именно как бы конечную форму бесконечного действия, все-таки содержит реальную бесконечность, потому что вы опознаете через свой собственный сигнал, идущий от вас. А вы, как бесконечная система, можете выводить только бесконечный уровень управления. Вот обратите внимание, что в числе очень просто определить, что любой человек, он в управлении фактически показывает всегда структуру бесконечного действия. Импульс, который идет от него логически, он же никуда не пропадает. Прошел импульс света, и свет где-то же находится. Это физический свет рассеивается, а тот свет управления, он приводит к совершению действия. И вы тогда, значит, находите в числовой области, можно найти области, где есть все начальные координаты действия, то есть что человек хотел и что получил, да, в управлении. Тогда получается, что анализируя, имея эту картину действий, можно всегда рассмотреть точность действия какого-либо человека и получить колоссальный опыт в управлении, там, в какой-то теме. Почему, например, в каких-то профессиях опытный специалист больше может научить, потому что идет как бы безусловная передача информации часто, как на уровне там, теоретика, ну, по словам, да, а практик дает, например, там, больше, потому что он практически видит другую сторону, он передает по-другому информацию еще. И получается, что при тех же словах, при тех же там, цифрах, формах, вот эта вот другая система передачи информации личностного плана, она обусловлена тем, что в числе существует уровень перевода информации к вам на уровень, например, там какого-то логического действия, уровня, значит, какого-то периодического действия, где уровень информации, который приходит к вам, должен быть совершенно четким, там, чистым, очищенным от каких-то ненужных систем и связей. И вот, например, в этой системе, чтобы восстанавливать здоровье людям, если там конкретному человеку это не нужно, он здоров, то управлять событиями или управлять там ситуацией, связанной с выздоровлением другого человека, чтобы быстрее было выздоровление другого человека. Здесь вот существует такой принцип действия числа, что вы начинаете делать управление от себя. И вот такое управление можно сделать достаточно быстро. То есть вы вполне можете как бы сделать управление, идущее от вас, таким образом, что вы вот это действие управления от себя начинаете делать как бы мгновенным уровнем управления. То есть перевод числа в форму действия, перевод числа в единый мгновенный импульс. И получается, что когда вы, например, делаете управление, идущее от вас как систему, например, этого мгновенного действия, то получается, что вы еще раз возвращаетесь как бы к первичному факту самого себя, но уже в следующем действии. То есть вы видите себя практически в системе реализации. Таким образом, вот еще раз я специально повторяю это действие, вы так аккумулируете, ну, фактически как бы энергию вокруг себя, да, значит, некую информацию, числовую форму, которая на сверхскорости передает ваш же собственный образ, но уже в реализации в каком-то событии в действие, и вы получаете самого себя, но уже когда вы решили эти задачи. И вот действие в получении самого себя, как делает Бог, он все время же, получается, свой собственный образ реализовывает, да? Как бы он его как бы развивает для себя в человеческом понимании, то вот этот вот уровень означает действие сверхбыстроты. То есть человек, который, например, действует таким образом, он просто-навсего занимает нишу в пространстве, именно в вариабельном, каком-то многовариантном пространстве будущего, занимает совершенно определенную четкую нишу в будущих событиях, что именно так и произойдет, и просто-навсего никто не успевает это сместить. Вот и все. Это как бы сверхбыстрая система фиксации и управления. И этой системой можно пользоваться не только потому, что она там быстрая, ускоренная. Вот для вечного развития, кстати, очень тоже подходящая во многом система, а часто она только однозначно подходящая, потому что для бесконечных событий именно система как бы выравнивания уровня сверхбыстрым действием, значит, это есть одно из основополагающих положений именно в бесконечном плане действия, потому что здесь, казалось бы, можно действовать и спокойно, но с точки зрения бесконечности любое
вообще говоря, периодическое действие, там, которое интервал или конечное значение, это всегда сверхбыстрое действие. Вот с точки зрения логики развития бесконечных систем, любое действие является сверхбыстрым. Значит, один из признаков управления в бесконечном плане – это как раз-таки получение быстроты действия с точки зрения там, внешнего наблюдателя, который находится, например, на платформе бесконечного действия. И отсюда мы нашли переход, где вообще вот этот внешний мир, да, в управлении от вас. Как раз-таки это та платформа, которая, ну, фактически обозначает тот уровень управления, который вы имеете в системе как бы отдаленного действия. То есть вы имеете, например, внешний мир как систему, которая воспринимает вас в неком там сверхбыстром движении. Да? Ведь с точки зрения логики это достаточно правильный уровень действия, тогда вы осуществляете, потому что человек воспринимает, например, действие Бога как в том числе сверхбыстрое действие, сверхмощное. Там. И если вы настраиваетесь на то управление, чтобы синхронизироваться с уровнем, что вы действуете тоже быстро с точки зрения наблюдателя, то ясно, что, во-первых, наблюдатель правильно сбалансирован, находится на системе бесконечного уровня, то есть вы его как бы выравниваете, улучшаете его события, и самостоятельно действуете тоже правильно. Тогда получается, для того, чтобы Бог сделал вот именно устойчивую картину управления, он должен был обязательно от себя создать значит, человека по образу и подобию, и тогда действие становится у Бога устойчивым. Для себя и для человека, да? А третьего уровня уже и нет, то есть существует вот это вот взаимное действие. То есть взаимодействие, где идет взаимодействие точное, это взаимодействие с другим человеком, который развивается бесконечно. То есть такой просто логический вывод здесь именно из числовой системы управления вышел. И когда вы выдвинули вот этот именно логический вывод в большей степени, то получается, что очень целесообразно для точности действий с точки зрения Бога, чтобы вы действовали так, как Бог поставил задачу развития перед любым человеком на бесконечный уровень, нужно все время стараться выводить другого человека в бесконечную среду развития для него самого. И цифровая система управления здесь такова, что вы начинаете доказывать это часто на уровне конкретных, предположим, там, в общем-то, формальных каких-то цифр, где вашей же очень простой и первичной задачей является доведение информации до любого человека, который, например, там, может быть, не знает или не практикует мое учение, или он вообще далек от задач именно, например, бесконечного развития. Тогда получается вот система доведения информации, например, через число, это есть тот уровень, который фактически устроен так, что вы можете, в общем-то, получать вот этот, что ли, сверхдальний уровень развития, сверхдальнее действие, таким образом, что концентрируясь на чем, то есть ведя управление там, в словесной форме как-то или что-то делая, на определенном уровне через число передавать знания всем, и вы должны четко понимать, что у вас это получается, что другой человек, который принял ваши знания, скажем, некая телепатическая система образования, духовная система образования путем прямого действия духа, что тот человек познал именно то, что его спасет, причем навсегда. Вот когда вы начинаете этот уровень реализовывать по отношению к другим людям, то как технологи, которые практикуют по моей системе, числового, например, управления, значит, по моему учению в тех системах, где выявлены, например, числа, то здесь вы можете видеть, что можно очень точно развить именно систему коллективного сознания, коллективного знания, направленного на тот уровень, где вы, получается, что имеете структуру бесконечного развития как достаточно комплексную систему действия. То есть вы получаете от своего знания, от своих целей, от своего движения всеобщее образование, потому что вы двигаетесь в этом направлении. И очень четкое, может быть, знание у других, которые видят вас на том, скрытом плане или физически.
И вот когда вы начинаете вот этот уровень реализовывать в себе, то получается, что вы, ну, как бы вышли на некую систему там, пропаганды знания, на некую систему, значит, всеобщности знаний, причем такую, которая практически выглядит таким образом, что вот ваше управление увеличивается вместе, ну, скажем, с определенной некой силой управления других людей. То есть вы совершенно четко видите, что чем точнее управляют коллективным сознанием, коллективным действием другие люди, тем точнее вы управляете, в общем-то, всей системой, да, своих задач. Поэтому следующим уровнем управления через число является коллективный фактор управления. И вот эта внутренняя система числа, она такова, что нужно обязательно смотреть и видеть, что у других это получается очень интенсивно, правильно и гармонично. Вот как только вы уровень гармонии видите, то тогда точно реализовываются ваши задачи. То есть взаимодействие через решение задач других людей. Тогда ваша задача, она как бы естественно решена. И тогда число уже как бы не проявлено в целом виде или там, в каком-либо другом виде, а проявлена просто реальность, которая реализовалась так, как вы и обозначили. И тогда получается, что управление через число — это уже в большей степени ваше духовное управление, это управление душой, это развитие вашего собственного духа, сознания, и вы этим владеете, потому что это уже есть, да, и связано с вами лично, с формой, вообще говоря, даже тела человека. Тогда получается, что вы уже практически реализовали управление гармонично по всем факторам и, в общем-то, достаточно именно такой корректной форме, как, например, числовая форма управления. И здесь вот, вообще говоря, хотя я вот много показывал сейчас информации про число, тем не менее, в большей степени я хотел бы, чтобы здесь вы просмотрели именно скрытую структурную систему управления, где больше выражены духовные планы, планы управления душой. И когда вы, например, здесь начинаете делать управление и вести его, ну, скажем так, дальше, чтобы синхронизация была активной у вас там, со всеми коллективными уровнями, то вы можете увидеть, что ваша помощь другим, чем вы больше делаете, умеете, тем эффективнее помогаете другим, тем точнее решают задачи и других, и ваши. И вот здесь есть уже следующая как бы числовая форма управления, что число переходит в слово, в пространство, да, или там наоборот, и тогда вы получаете одну очень концентрированную среду, просто концентрацию в виде оптического такого излучения, и уже можно работать просто этой концентрацией, просто находиться в состоянии, ну, как бы точной системы управления, где точность — это есть гармоничность. Вот взаимосвязь точности и гармоничности, скажем, где вы имеете гармонию управления, где вы имеете точность управления, это очень важно. В управлении числовыми формами важно иметь точность управления таким образом, чтобы вы, ну, фактически получали управление от уровня как бы предуправления даже. То есть не совершив управление, вы все равно должны получать точность в цели управления. То есть предуправление у вас должно быть правильным. И здесь получается, что в системе именно предуправления вы вполне можете увидеть и рассмотреть систему управления таким образом, что можно управлять еще и процессами, которые не объявлены через число. То есть, потому что число, когда оно преобразовывается, то мы получаем систему как бы отсутствия числа как такового, просто получаем события. Поэтому в числовой системе, чтобы развить до бесконечного развития управления, можно получать еще и структуру предуправляющего действия. То есть, где действие предуправления еще, которое не реализовалось, уже управляемо числом, то есть как следствием развития числа. И в связи с этим мы получаем еще и ракурс всеобщности с точки зрения как бы не очень фиксированных событий. И исходя из этого мы вполне четко можем увидеть как бы следующий статус управления, что через число можно управлять системами, которые не определены, потому что число определено.
и нам достаточно одного определенного числа, чтобы управлять, например, там, неопределенными событиями. И тогда получается целый спектр, целый ряд событий, которые не определены. Мы можем тогда любое событие видоизменить, любую информацию, которая вас посещает, которую вы, например, воспринимаете, видоизменить в лучшую сторону. То есть не может быть информации там, крайне негативной, всегда можно улучшить события, даже если источник их не определен. То есть есть некая информация негативного, например, даже если толка, или может быть около негативного, или вообще та, которая может вам не нравиться, например. Тогда вы берете и можете через число войти в структуру управления данной системой, и тогда вы уже охватываете вообще весь ряд, да, получается. Позитивные события, невозможность реализоваться для вас негативной системе управления, а тогда получается, что это, вообще говоря, уже структура фиксированного вечного развития. То есть, когда вы сталкиваетесь с этим и начинаете на уровне управления это рассматривать, то у вас возникает уже структура убежденности с точки зрения того, что механизм реализации в системе вечного развития, он реализован потому, что вы в этом убеждаетесь, потому что у вас есть технологический некий механизм действия именно точный с точки зрения числа, и он показывает практическую реальность. Тогда что еще может быть больше в системе управления, нежели там умение реализовать управление, рассмотреть структуру внутри себя, то есть зависящую только от вас, от вашего мышления, от ваших действий. И вот когда вы приводите управление к системе своего личного действия, то получается, что здесь уже совершенно неважно, какая там внешняя информация существует, например, либо негативного, либо там позитивного толка. Вы можете выбирать, конечно, естественно, именно когда вы работаете в созидательном плане, то для себя вы тоже выбираете исключительно позитивное направление в развитии. Тогда получается, что вы попадаете в общую систему макросозидания. Почему именно созидательная работа — это часто, прежде всего, работа для самого человека во многих случаях, потому что он все равно проводит информацию через себя и делает себе позитивным. Так же, как там отрицательная какая-то, негативная, всегда влияет прежде всего на самого человека. С этой системой цифровой здесь понятно, как система просто отдачи действия, обратной реакции действий и проходимости действия как такового. Число реализовывается через какие-то числа соседние, да, последовательные. То есть, чтобы показать число 8, надо какие-то числа еще посчитать и так далее. Поэтому, например, перевод числа в бесконечность этой восьмерки — это уже действие другого типа управления. И исходя из этого, чтобы вообще ни одного неблагоприятного события у человека, например, не оставалось, необходимо часто вырасти числовую ось таким образом, чтобы числа обозначали исключительную норму событий. И, например, можно наблюдать и рассматривать возле себя управление в виде числовых рядов, даже одних и тех же, например, восьмерки, девятки или семерки. Если где-то число преуменьшено, тогда получается, что вы начинаете видеть, что вот здесь есть какая-то проблема. Если число, например, ровное, и просто его восстановить. То есть вплоть до того, что есть очень простые технологические приемы в работе с числом, где число используется как система диагностики, и нормирование числа — это и есть норма. И поэтому за многосложными системами управления числом всегда могут стоять очень простые, известные формы, очень понятные и очень эффективные, которые подразумевают то, что, конечно, не только числом можно управлять во многих ситуациях и другими какими-то элементами любыми управления, но тем не менее, именно если по специализации управления числом работать, здесь, конечно, важно выделить точность, корректность, быстроту, доступность и, в общем-то, возможность в быстрой передаче информации, где вы одновременно решаете все вопросы и про передачи, и по устойчивости, и по, я считаю, макродействию. Все-таки локальное число — это и есть интеграция с макроуровнем. И познание числа как системы бесконечного действия, где много чисел, это и есть также система достаточно эффективного управления, которая весьма полезна. Я считаю, нужно расширять эту систему по возможности тем, кто бы был заинтересован именно в этом уровне, кому это более понятно, это часто очень эффективная система. А как правило, управление числом — это вообще-то универсальная система, она всем совершенно быстро становится понятна. Поэтому старайтесь
эту систему передавать как можно чаще, быстрее, шире, и отсюда вы получите для себя много там личного результата и по познанию, и по практике управления. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.